Глава 135. Все верно, именно на губах. Всевидящий глаз клятвенно уверял всех в своей правоте, но остальным это показалось странным. Почему именно на губах, где это видано, чтобы только губы источили демоническую ци? Это что, демон губной мази? Селянь невольно прикрыл рот рукой. Он даже не представлял, что аура Хуачена, которая прицепилась к нему после той ночи в храме тысячи фонарей, полной объятий и поцелуев, до сих пор не выветрилась. Всевидящий глаз ткнул в принца пальцем. «Вот, вы посмотрите». Совесть нечиста, Селянь тут же опустил руку и на силу подавил порыв повернуться и взглянуть, какое выражение проявилось на лице Хуачена, когда он все это услышал. Пусть даже сейчас лицо последнего закрывали бинты, и принц все равно ничего бы не увидел. «Ох, уважаемый друг на тропе совершенствования», — мягко произнес принц. «Ты не так понял. Просто из-за материальных затруднений мне приходится использовать одну и ту же вещь в разных целях. К примеру, вот этот горшок». Он поднял повыше глиняный сосуд с демоницей и заверил: «Иногда я сажаю туда демонов, но в обычной ситуации просто храню соленья. Вкус получается уникальным, а после принятия в пищу, разумеется. Если не верите, можете сами попробовать». По логике вещей, такой способ имел право на существование. Монахи и заклинатели колебались, тогда как жители деревни схватились за рты. Дачжансе стало быть соленья, которые вы нам приносили, приготовлены по тому же рецепту, получается, и у нас после них останется полный рот чертовщины, когда местные подносили селяню свежие овощи и фрукты, принц в благодарность одаривал их соленьями, которые сам приготовил. Он тут же поднял руку и успокоил: «Не стоит волноваться, ваши соленья готовились в другом сосуде». Всевидящий глаз вспылил: «Ты никак больной. Не боишься такими кушаниями свой век укоротить? Поменьше пустой болтовни, в твоем монастыре прячется еще кто-то, да не один». С дороги, на этот раз он сразу ринулся к монастырю, боясь, что староста деревни вновь встанет на пути. Селянь, понимая, что дело принимает неблагоприятный оборот, быстро отступил в дом, схватил валяющегося в забытии Цуань и Чжэня за ворот, как следует встряхнул и прокричал прямо в ухо: «Цин, слушайте внимательно. Я собираюсь опять накормить вас фрикадельками непорочности». После этих слов глаза Цуань и Чжэня резко распахнулись. В тот же миг едва переступивший порог монастыря, всевидящий глаз издал жуткий крик и выскочил прочь, прижимая ладонь к лбу. «Никому не входить внутри». Это западня, монахи и заклинатели послушались, не стали действовать сгоряча, только окружили пострадавшего с вопросами: «Всевидящий собрат, что ты увидел?» Всевидящий глаз ответил: «Я ничего не увидел, кроме огромного сгустка слепящего белого света. Ай-яй, беда, собрат-заклинатель, твое всевидящее око дымится». Всевидящий глаз дотронулся до лба и действительно обнаружил, что красный след сделался черным, а еще от него струится белый дымок, похожий на погасшую свечу. Он пришел в ужас. Это же Линвэнь отложила маньтоу, которую неторопливо поедала, и спросила: «Снаружи так шумно, что там случилось?» Один из монахов тем временем сказал: «Всевидящий собрат, взгляни, в монастыре скрываются 2 детей и женщина, а также этот заклинатель снаружи. Так кто же из них все-таки тот самый?» Всевидящий глаз изо всех сил потирал лоб, но воспользоваться оком больше не мог. Белый свет, который он узрел, — это божественное сияние Цуань и Чжэня. Когда небожителю кажется, что он столкнулся с огромной опасностью, или же в момент битвы не на жизнь, а на смерть, окружающее его тело божественное сияние инстинктивно усиливается в несколько раз. Селянь воспользовался этим мгновенным взрывом слепящего света, чтобы вывести из строя всевидящее око заклинателя. Впрочем, речь не о том, что многолетние труды заклинателя пошли прахом, просто ближайшие несколько дней он не сможет снова открыть глаз. Затем Селянь взял со стола тарелку с фрикадельками. Цуань и Чжэнь окончательно пришел в себя и сразу схватил Селяня за руку, хрипло говоря: «Я есть не буду». Селянь схватил его в ответ. «Не бойтесь, это не для вас,
толпа сведущих в магических искусствах, плотно окружившая монастырь водных каштанов, обменялась быстрыми взглядами, разразилась беспорядочными криками и хлынула в атаку. Однако не успел Селянь вступить в бой, как их оттолкнуло прочь невидимым барьером. А следом откуда-то сверху и одновременно со всех сторон послышался мрачный голос: «Вы, толпа старых монахов и вонючих заклинателей, все вьетесь вокруг, словно мухи. И еще посмели явиться за мной сюда. Да вам жить надоело, Хуа!» Хуа. Хуа, запнувшись несколько раз на слове «Хуа», всевидящий глаз все-таки не посмел назвать имя, испугавшись могущества его носителя, и, запинаясь, проговорил градоначальник Хуа: «Поменьше пугай людей. Всем нам известно, что гора Тунлу открылась, и ты, чтобы не попасть под ее влияние, запечатал свои силы. И теперь тебе не с руки бесчинствовать, как раньше. Сдавайся без сопротивления». Под конец фразы весь его напор иссяк, но Селянь почувствовал, Хуачен рассердился, и потому вбежал в дом, обнял его и прошептал: «Ничего не говори. И не трать магические силы, лучше прибереги их. Предоставь остальное мне». Тело Хуачена, слегка напряженное, в объятиях принца, кажется, постепенно освободилось от оков гнева. «Хорошо», — мрачно ответил он. Обнимая его, Селянь ощутил, что возраст Хуачена снова уменьшился, теперь он принял вид ребенка лет 12-13. В сердце принца невольно закралась тревога. Одной рукой прижимая к себе Хуачена, другой он достал меч и вышел из монастыря со словами: «А вы не думали, что лазурный демон Цижун вас обманул?» Однако монахи и заклинатели воззрелись на него в недоумении. Всевидящий глаз озадаченно переспросил: «Лазурный демон Цижун? В чем он нас обманул? Для чего он стал бы нас обманывать?» Брови Селяня чуть сошлись к переносице. «Это не он подсказал вам явиться сюда?» Всевидящий глаз заплевался: «За кого ты нас принимаешь? Чтобы мы добывали сведения у какого-то свирепого? Разве стали бы мы действовать заодно с таким негодяем? Выходит, это не Цижун». Но кто же распространил известие? Не дожидаясь, пока Селянь как следует над этим подумает, монахи и заклинатели бросились в бой. Принц одним ударом отразил атаку 7-8 мечей и 5-6 посохов. «Амитабха, собрат-заклинатель, к чему ты столь упорствуешь, защищая эту нечистую тварь?» Селянь, не уступая ни на шаг, ответил: «Мастер, что ни говори, а нехорошо пользоваться затруднительным положением другого человека». Всевидящий глаз воскликнул: «Он демон, а не человек. А ты еще слишком юн, молоко на губах не обсохло. К чему преследуешь эти костные моральные принципы, если принц воспользуется фансинем против всех этих магических посохов, драгоценных мечей и сабель, он может легко поранить простых смертных. Согласно правилам, смертные могут избить небожителя, но небожитель не может избить смертных, поскольку должен быть снисходительным, великодушным, милосердным и любящим все живое. Божеству нельзя вступать в конфликт со смертными, а если он кого-то из них побьет, ему зачтут подобные действия как нарушение и отнимут добродетели». Селянь не мог себе позволить жить на широкую ногу, как Цуань и Чжэнь. У принца и так-то почти не было добродетелей. А если отнимут, он вовсе уйдет в долги. Убрав меч, принц велел: «Жайо, ко мне». «Циин, проследи за Линвэнь». Жайо часто обижалась, если ей приказывали связать мужчину, и вела себя совсем иначе с пленницами. Селяню пришлось позвать дважды, прежде чем лента нехотя сползла с рук Линвэнь. В следующий же миг белая молния со свистом хлестнула по рукам нескольких десятков человек. Стоило их пальцем дрогнуть, и оружие в руках уже не удержать. Что это за магический артефакт? Изумились монахи и заклинатели. Это разве артефакт? Почему он показался мне похожим на шелковую ленту, на которой легко повеситься? Предмет чрезвычайно темный, а ведь так и не скажешь, что юнец обладает столь высоким мастерством. И тут случилось непредвиденное. В момент, когда битва Селяня с толпой заклинателей находилась в самом разгаре, Линвэнь покачала головой, мягко поправила полы одежды и поднялась. «Благодарю ваше высочество за теплый прием. Мне пора». Селянь поразился,
Линвэнь, день подходит к концу. Куда ты вознамерилась уходить? Неужели собираешься нарушить обещание, верно? Я собираюсь нарушить обещание. Ее слова звучали столь уверенно, будто она говорила «я собираюсь вершить высшую справедливость», и Селянь не нашелся, что на это ответить. Спустя мгновение принц произнес: «Это не Цзэжун распространил весть. А ты?» Линвэнь улыбнулась: «Пусть я не бог войны, пусть оказалось связано Жайо, но даже при помощи одного заклинания духовного общения можно сделать очень многое». Вот оно что. Но как Линвэнь узнала, что этот юноша в бинтах — Хуачен? Она ведь не перекинулась с Лан Ином и парой слов, виделась всего несколько раз, и Селянь в итоге сам заметил позже нее в Линвэнь, заведя руки за спину, собралась открыто покинуть монастырь. Селянь не мог отвлечься ни на миг, поэтому воскликнул: «Цзэин, нельзя позволить ей уйти». Цуань Ичжэнь уже мог стоять на ногах, его силы восстановились, несмотря на съеденную фрикадельку непорочности. К тому же Линвэнь являлась богом литературы, в ее руках не было ни капли боевой мощи, и юноше хватило бы одного пальца, чтобы ее задержать. Издали раздался его голос: «Хорошо», и Селянь со спокойной душой продолжил сражение. Однако вскоре раздался оглушительный грохот, крышу монастыря водных каштанов проломило насквозь, и кто-то вылетел сквозь нее высоко вверх. Селянь, обернувшись, потрясенно крикнул: «Цзэин, так делать нельзя, если подобным образом бросить бога войны, не страшно, ведь они изначально достаточно сильны, чтобы биться с серьезным врагом». Но что ни говори, Линвэнь все-таки женщина, да еще бог литературы. И Цуань Ичжэнь столь грубыми действиями непременно ее покалечит. К удивлению принца, кое-кто неторопливо вышел из монастыря со словами: «Бай Цзинь, так делать нельзя». Прохладный голос, очевидно, принадлежал Линвэнь, но в тот момент, когда она показалась снаружи, Селяню на миг померещилось, что это вовсе не она, а очень высокий молодой парень, от которого исходит темная ци, бьющая в небеса. Однако, присмотревшись внимательнее, принц все же разглядел хрупкую фигуру Линвэнь. Линвэнь, бог литературы, это чистейшая правда. И даже намеренно скрывая свою истинную силу, она не могла утаить подобную мощь от Селяня. Как же ей удалось вдруг отправить Цуань Ичжэня в полет? Хуачен тяжелым тоном предостерег: «ГГ, осторожно». Она надела одеяние. И правда. С виду на Линвэнь было все то же черное платье, но вокруг клубилась черная ци, которая накрывала ее с головой и будто бы делала совершенно другим человеком. Убийственная ци клокотала бешеным потоком, при этом необычайно контрастируя с бледным и крайне бесстрастным лицом. Селянь попытался сделать выпад мечом, но Линвэнь легко отразила атаку, лишь махнув рукавом. Как раз вовремя Цуань Ичжэнь сверзился с небес, с грохотом проделав вмятину в земле. Юноша увидел развернувшуюся картину, и его глаза вмиг загорелись. Прекрасно, глаза Селяня тоже ярко сверкнули. Прекрасно, прием, которым Линвэнь отразила меч, поистине поражал красотой. Нет, лучше сказать, прием, которым божество парчевых одежд помогло Линвэнь отразить меч, стоило кому-то надеть божество парчевых одежд, и тот либо терял способность здраво мыслить, либо его кровь выпивали до капли. Но оказавшись на Линвэнь, одеяние сделало ее неуязвимой и к тому же способной атаковать. Бог литературы вмиг запустил в полет западного бога войны. Никто никогда не слышал о столь поразительной особенности божества парчевых одежд. Кому могло прийти в голову, что тот, кому она отрубила конечности и голову, станет ей же помогать? Теперь не только жители деревни водных каштанов, но и толпа монахов и заклинателей от удивления окаменела. Всевидящий глаз воскликнул, что тут прекрасного. Его побили, а он прекрасно. В этом монастыре остался хоть один нормальный человек. Они все нелюди, как я погляжу. Цуань Ичжэнь, весь в нетерпении, выскочил из ямы в земле и снова бросился в атаку. Линвэнь тихо сказала: «Я же говорила, нельзя здесь задерживаться». Она обращалась к божеству парчевых одежд. Но тело ее не слушалось. Отразив локтем кулак Цуань Ичжэня, Линвэнь вступила в схватку с юным богом войны, попутно круша все вокруг.
От мощных ударов стены монастыря водных каштанов задрожали, будто вот-вот обрушатся. Божество парчевых одежд и впрямь обладало потенциалом к вознесению, Цуань Ичжэнь даже начал немного ему уступать. Селянь не выдержал, вот что. Будьте любезны, не могли бы выдраться где-нибудь подальше? Подальше отсюда не успел принц договорить, как на него со всех сторон набросились заклинатели с 4-5 десятками сабель, мечей, молотов, посохов. Селянь переменился в лице и вскинул руку. «Стойте, не надо!» Под горестный крик принца монастырь водных каштанов, который ранее претерпевал бесчисленное множество ударов, и все же крепко стоял на месте, наконец по-настоящему окончательно рухнул. Селянь несколько секунд взирал на него неподвижно, чувствуя пустоту в душе. Ну вот, любое мое жилище не может продержаться и полгода. Теперь в самом деле придется просить пожертвований на постройку, Хуачен сказал ему, ГГ, огорчаться нет нужды. Это всего лишь дом, их у меня имеется в достатке. Селянь заставил себя приободриться, но тут к нему, пошатываясь, выскочил всевидящий глаз. Мужчина до сих пор закрывал лоб ладонью. Он встал на пути принца и ткнул в него пальцем. «Ты, сопляк, своими мелкими уловками посмел нанести вред моему заклинательскому искусству. Кто твой мастер? Сколько лет ты практикуешься? В каком монастыре состоишь? Какому божеству поклоняешься?» Селянь резко обернулся, облик его пронзило внезапной суровостью. «Ты спрашиваешь, кто я такой? Слушай внимательно. Я, благородный его высочество, наследный принц, и вы, толпа смутьянов, должны все как один пасть предо мной на колени». Его голос прозвучал словно гром среди ясного неба, и некоторые из присутствующих едва не бросились на колени по-настоящему. Только когда соседи потянули их наверх, пришли в себя. «Ты что? В самом деле на колени бухнулся?» Странно, сам за собой не заметил. Селянь суровым тоном продолжил. «Мне уже более 800 лет, я старше всех вас вместе взятых, и дорог прошел до мостов пересек уж побольше вашего. Мои храмы и монастыри усыпали землю, последователями и паломниками населен весь мир. Не знаете моего имени? Пеняйте на то, что дальше своего носа не видите. Я не поклоняюсь божествам. Я и есть божество, остальные просто остолбенели от столь бесстыжей, но исполненной неудержимого величия речи, невольно раскрыв рты. Селянь нес всю околесицу именно ради этого момента. Из его рук вылетела тарелка, и несколько десятков беленьких фрикаделек, подобно стальным шарикам, рассекая воздух свистом, разлетелись во все стороны и попали ровно в цель, каждому потрясенному заклинателю и монаху прямиком в раскрытый рот. После Селянь устало стер пот со лба и сказал: «Прошу всех забыть, что я только что сказал. На самом деле я всего лишь сборщик рухляди, те, кому досталось кушанье, изменились в лицах, мы попались, несколько особенно проворных попытались отбить фрикадельки мечом, но стоило вскинуть клинок, и кругляши, вращаясь на огромной скорости, столкнулись с лезвием и осыпали все вокруг яркими искрами. Заклинатели в неподконтрольном ужасе воскликнули, что это за оружие? Беспредельно крепкое и странно блестящее, неужели легендарные? Селянь подхватил, именно. Это и есть легендарные фрикадельки непорочности, несравнимо ядовитые. И если не успеете в течение суток выпить 81 стакан чистой воды, чтобы вымыть яд, внутренности разорвет, никто не слышал такого названия, но все перепугались пуще прежнего. Эй! Неужели они и впрямь настолько ядовитые? Лучше сначала выпьем воды. Ведь чтобы снять действие яда, достаточно лишь выпить воды. Скорее, за водой. Около 20 человек, попавшихся на уловку, в попыхах удалились. Тем временем Лин Вэнь сражалась все яростнее. Она обеими руками схватила Цуань Ичжэня за шею и подняла над землей. Однако, несмотря на преимущество, лицо богини не выражало ни капли радости, даже наоборот. «Байцзинь!» — негромко бросила она. «Ты хочешь его убить? Перестань сражаться, скорее, уходим». У Селяня как раз осталась одна фрикаделька.
И когда Линвэнь сказала «уходим», принц ловко забросил кушанье ей в рот. Миг, и блеск в зрачках Линвэнь погас, будто унесенный проглоченной фрикаделькой, а черная ци, что окутывало тело, заметно рассеялась. Едва сдерживая рвотный позыв, она глянула на селяня, беззвучно шевельнула губами, но выдержать долго не смогла, бросив Цуань и Чжэня на землю, скрылась прочь, прижимая ладонь к лицу. Юный бог войны немедля вскочил и бросился в погоню. Селянь было тоже хотел отправиться за ними, но путь принцу преградили оставшиеся заклинатели и монахи. «Держитесь, братья, скоро прибудет подмога!» — вскричали они. «Подмога? В деревне водных каштанов оставаться больше нельзя, придется уйти, а после разбираться». Цуань и Чжэнь помчался за Линвэнь, в момент его и след простыл. Селянь же прижал Хуачена к себе покрепче и наказал: «Держись за меня». Затем оттолкнулся от земли, перелетел через толпу и широким шагом покинул место сражения. Хуачен, как было велено, схватился за принца. Почему-то эта ситуация показалась селяню смутно знакомой. Однако у него не было времени копаться в памяти, следовало немедля доложить о случившемся. Без раздумий селянь воспользовался заклинанием духовного общения с Линвэнь беда. «Я, Линвэнь, я знаю, селянь, прошу прощения». Секунда, и Линвэнь оборвала связь по духовной сети. Селяню нечего было на это сказать. В прошлом он по любому поводу связывался с ней напрямую, а теперь дело касалось самой Линвэнь, и принц не сразу осознал случившееся, даже решил, как и раньше, сообщить об этом ей. Что уж тут скажешь. На этот раз селянь присоединился к общей сети духовного общения и, на бегу прижимая к себе Хуачена, выкрикнул: «Господа! Прошу сообщить всем, Линвэнь сбежала с божеством парчевых одежд».